Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой очень элегантный топ, можно так выразиться немного пафосно, который идеально подошел бы для райского отдыха. Как видите, очень изящные, изысканные узоры, несложные к тому же. Нижняя часть топа связана одним узором, а верхняя другим узором. И оба узора довольно простые, девочки. Этим меня и привлек этот красивый топ. Именно простотой и очень лаконично, элегантно он так смотрится, знаете. И когда я поместила эту картинку на фоне моря, да, получилось просто, как-то само собой родились вот эти немного такие пафосные слова: райский отдых, райское место, да. Вот так сразу же навевает, как будто вы сидите на берегу моря, да, и вот в таком хорошем, красивом топе нарядном, в котором не будет жарко, поскольку он весь будет продуваться, проветриваться, потому что очень много ажура, как видите в данном узоре, и в то же время он не будет сильно просвечиваться. То есть это тот самый оптимальный вариант, который подойдет на любой возраст и на любой размер, девочки. Мы будем составлять описание сегодня на 6 размеров с 44 по 54 размер у нас будет сегодня составляться описание. Вот такая широкая линейка размеров рассматривается у нас в мастер-классе. Очень просто вяжется, подойдет, в принципе, даже девочкам, не имеющего особого опыта. Когда увидите и схему, когда увидите и выкройку, поймете, что я не преувеличиваю. Итак, мои хорошие, приступаем с вами, как всегда. Сначала у нас выбор пряжи и спиц, да, и затем, в общем-то, дальнейшие расчеты, дальнейшие мои раскладки, схема, выкройка и сколько петелек набрать, составляем с вами инструкцию во второй части видео. Выбор пряжи. Приступаем. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, для вязания этого топа я использую пряжу Alize Cotton Gold, 100 грамм 330 метров, цвет 401, такой цвет бежево-розовый. Так, и у нас состав — это полухлопковая пряжа. Здесь вот заклеено немножко. 55% у нас идет хлопок, 45% акрил. Спицы используем 3,5, девочки. И вот все, что вы видите. Связано 2 раппорта у меня узором первым. И, значит, я связала еще один раппорт узором 2. То есть вы видели, да, там повтор идет. Просто эта часть как бы одна из частей узора номер 1. Вот. То есть вот эти вот елочки, они у нас дальше во второй части топа, как бы, да, вот пополам условно делим, да. Первая часть вяжется внизу, топ вяжется вот этим узором, а вот этими елочками он вяжется в верхней части. Итак, девочки, давайте сейчас посмотрим эти схемочки, подробнее изучим. Вот так выглядит раппорт узора схемы номер 1. У нас 12 петель, девочки, выделено красным в ширину этот раппорт и 24 ряда в высоту. Мы будем вязать сегодня с вами порядно все эти ряды. То есть свяжем весь этот раппорт полностью. Так, это схема номер 1, подчеркиваю. Схема номер 2. Это то же самое,
только начинаться будет вот с этого 9-го ряда. Это 9-й ряд у нас с вами. И вот заканчивать 22-м, по-моему, рядом. Сейчас схемы нет у меня перед глазами. А вот схема. Сейчас я посмотрю. Да, девочки, все правильно. 22-м рядом заканчивается. По нашему вязанию, по нашему мастер-классу. Здесь своя нумерация идет. Японская, это японский журнал. Здесь немножко по-другому. Я буду, как я сделала описание, девочки, так я, собственно, и буду руководствоваться. Показываем схему номер 2. Схема номер 2 увеличиваем. Вот раппорт ее, видите, да? Это вот что я вам сказала. Те же 12 петель в ширину. И здесь у нас в высоту получилось 14 рядов, девочки. Вот так. Делайте скрин. Здесь довольно простые условные обозначения. Меня почему-то часто спрашивают, ну, часто распространенные, я бы так сказала. Ну, здесь мутновато видно, да. Но здесь, собственно, пустая клеточка лицевая. И вот эти значки – это наклоны вправо и влево, соответственно, с накидом. Вот. Поэтому, ну да, мутновато видно, но, в общем-то, все равно разобрать можно. И наше описание с вами вот так выглядит. Я его всегда выкладываю под видео. Смотрите, девочки, размер российский я уже озвучила: 44, 46, 48, 50, 52, 54. Плотность мы с вами будем определять в процессе вязания. И вот такое описание, очень простое и несложное. Сейчас я вам его зачитывать, естественно, не стану. Все детально я вам расскажу, как раппорты расположить, откуда взялись эти петельки, почему именно так, а не иначе, как сформировать вырез горловины и так далее. В общем, все это будет у вас, девочки, под видео выложено, все это описание. Обвязать вам останется на круговых спицах горловину и пройму. Все. Несколько рядов платочной вязки по желанию. Так, и давайте выкройка. Выкройка наша будет вот такая. Смотрите, обычная выкройка. Не обращайте внимания на те размеры, которые здесь стоят. Я вам показываю, девочки, очертания. Очертания, то есть простые прямоугольники, небольшой вырез горловины у спинки и более глубокий вырез у переда. Одинаково абсолютно вяжется, с разницей лишь в вырезе горловины. Небольшая планочка, здесь вот стоит 1,5 сантиметра, высота ее. Я делаю 2,5, там, ну, 2-2,5 по желанию. Платочная вязочка у нас. Делайте скрин, кому нужно. А может быть и так понятно, да? В принципе. Здесь у нас будут свои размерчики. Во второй части видео, смотрите, я там нарисовала, в принципе, карандашом исправляю, что будет в нашем описании и что здесь в оригинале, как бы, да, от японского модельера. Итак, мои хорошие, приступаем с вами к вязанию образца. Мы будем с вами вязать вначале вот этот узор, который у нас внизу идет, девочки. Значит, смотрите, раппорт узора 12 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Я 2 раппорта сейчас вяжу в образце, то есть это 24 петли, плюс 1 петля для симметрии я добавила крайне правую лицевую и 2 кромочные. Получилось у меня 24 плюс 3 и плюс 2, то есть 27 петель. И начинаем вязать с вами первый ряд. Показываю. Смотрите, первая петля, как я сказала, для симметрии. Просто она вяжется у нас перед всеми раппортами, она вяжется лицевой петлей. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Потом 3 лицевые, 1, 2, 3, делаем накид, лицевая по центру идет, снова накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая,
Связали раппорт узора. Также вяжем второй раппорт. Начинаем. Значит, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, по центру лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. Так, второй ряд и все четные ряды мы будем вязать изнаночными петельками, накиды в том числе. Третий ряд вяжем. Я буду показывать один раппорт, девочки, второй точно так же вяжется. Итак, перед раппортом 1 лицевая для симметрии и вяжем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, лицевая по центру, накид, снова 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали третий ряд раппорта, повторяем раппорт. И я хочу сказать, что 5 и 7 ряды у нас также лицевые будут вязаться одинаково. То есть 1, 3, 5, 7 это одинаковые ряды. 5 ряд, как я уже и сказала, девочки, вяжем так же, как 3. То есть первая петля у нас для симметрии лицевая, да? Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, по центру лицевая, накид, снова 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Раппорт 5 ряда связан. 7 ряд мы будем вязать так же, как 5, 1 и так далее. То есть первая лицевая для симметрии, дальше 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, по центру лицевая, накид, снова 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Раппорт связали. Вяжем 9 ряд с вами, девочки. Первая петля у нас так и идет для симметрии, лицевая, раппорт, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и получается 7 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После этого делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Раппорт узора связали. 11 ряд у нас, девочки, с вами. Вяжем. Первая идет лицевая для симметрии, дальше раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых по центру, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора 11 ряда. 13 ряд. Вяжем первая петля для симметрии лицевая, делаем накид, далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, затем опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, теперь только накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт. 15 ряд у нас с вами, девочки. Вяжем первая петля для симметрии лицевая, вяжем раппорт узора, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру лицевая, теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора. 17 ряд вяжем. Первая петля для симметрии лицевая, 2 лицевые, дальше раппорт идет,
накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. По центру вяжем 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Раппорт связали. 19 ряд вяжем. Первая петля лицевая для симметрии, вяжем раппорт, 3 лицевые, 1, 2, 3, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, раппорт связали. 21 ряд вяжем, девочки. Первая петля у нас лицевая для симметрии. И затем вяжем 4 лицевые раппорт. Начинаем 1, 2, 3, 4. Накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Снова накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связали узора. 23 ряд у нас с вами вяжется все петли лицевые, все петли. Вот. И затем, девочки, у нас получается повтор. Смотрите. То есть это вот мы сейчас с вами свяжем полноценный раппорт, 24 ряда, да? Вот. А затем необходимо будет перейти на вязание только вот по этой схеме уже. То есть, если вы посмотрите внимательно на эти две схемочки, то смотрите, что получается. Это то же самое, что у нас с вами в нашем раппорте, который мы сейчас вязали, с 9 ряда, да, по 22 ряд. Видите, да? Это одно и то же, девочки. То есть, вот смотрите. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 14 рядов получится, да? И здесь также считаем с 9 по 22 тоже 14 рядов. Вот. То есть вот прекращается вот эта часть, отбрасывается, и в дальнейшем узор вяжется только вот с 9 по 22 ряд. Я в описании заострю внимание, когда у нас произойдет смена узоров, да. И, в общем-то, там мы подробнейшим образом в описании об этом я распишу, как это все дело, через сколько раппортов будет меняться, смена произойдет, чередование узоров. Так, ну и в общем-то сейчас наша задача с вами сделать влажную тепловую обработку образца. Делаем влажную тепловую обработку образца вот так горячим паром и вытягиваем в разные стороны, и в ширину, и в длину тянем увлажненный, такой податливый наш образец. Обращаем внимание на кромочные петли. Их тоже надо выпрямить, поскольку они будут участвовать в нашем расчете. Оставляем сохнуть наш образец. Теперь считаем плотность, девочки. Измеряем ширину образца. Так, 13,5 у меня получается. 27 петель участвует. 27 поделить на 13,5 сантиметров. Ровно 2. Так, это плотность по горизонтали. Теперь, девочки, по вертикали. Значит, я связала. Считаем ряды и измеряем высоту.
Высота это 25,5 сантиметров. Итак, девочки, считаем ряды. У меня 2 раппорта связаны по схеме 24 ряда, то есть это 48 рядов, да? Плюс один раз я еще связала непосредственно вот этот раппорт на 14 рядах, плюс 14. Получаем 62 ряда и поделим это все на 25,5 сантиметров. Получается плотность по вертикали 2,4 ряда. И запишем все наши плотности. В одном сантиметре у нас 2 петли, и в одном же сантиметре у нас 2,4 ряда. То есть это плотность по горизонтали, это по вертикали. И теперь смотрим выкройку и делаем нехитрые расчеты. Так, девочки, теперь вот такая выкроечка нам понадобится для того, чтобы составить описание. Плотность у нас есть, пряжу мы выбрали, все отлично. Теперь наша задача сделать, определиться с количеством петель. Как видите, выкройка простейшая, и спинка с передом вяжет совершенно одинаково по прямой, отличается лишь глубиной выреза горловины. Значит, будем составлять описание для размера 44, 46, 48, 50 и 52, 54. Смотрите, что попетельно получилось. Значит, 49,5 сантиметров у меня ширина спинки и переда для 44, 46. Смотрите, 49,5 умножаю на плотность по горизонтали 2, это 99 петель. Вот. И далее для второго размера, значит, добавляем еще один раппорт, 12 петель, это 111, делим на 2, ширина спинки и переда будет 55,5 сантиметров для размера 48-50, да, и набирать будем 111 петель. И для третьего размера 123 петли у нас с вами, делим на 2, ширина спинки и переда 61,5 сантиметров, это на 52-54 размер. Так, и как располагать раппорты узора? Значит, 8 раппортов у нас умещается для первого размера, 9 раппортов для второго размера, для третьего 10 раппортов. Это легко очень посчитать. Располагаем, девочки, раппорты, как мы и вязали с вами. Первая петля у нас идет лицевая для симметрии, и затем идут раппорты, сколько там надо. Вот у нас в первом случае 8 раппортов, кромочная справа, кромочная слева, да. Смотрите, лицевая для симметрии крайне правая, и дальше идут 8 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее, да, по 12 петель. Вот именно так, как мы с вами вязали этот раппорт. Сейчас скажу, на какой высоте будем, чуть позже скажу, на какой высоте мы будем с вами менять раппорт, сколько раппортов связать. Смотрите, значит, для выреза горловины я выделила 43 сантиметра на первый размер, 43 петли на первый размер, 45 петель на второй, 47 петель на третий размер. Вот. И высота у нас, глубина выреза горловины у спинки 2 сантиметра, у переда 10,5 сантиметров. Не игнорируйте, пожалуйста, девочки, вертикальную плотность. Любой вертикальный размер умножайте на вертикальную нашу плотность, которую мы с вами получили в одном сантиметре 2,4 ряда, чтобы получить ряды. И вяжите согласно рядности. Порядно вяжите, не сантиметрами измеряйте свое полотно при вязании, а именно рядами. Ряды очень легко транспортировать в раппорты, да, то есть поделить на число раппортов. Сейчас я вам, девочки, скажу, на какой высоте у нас будет с вами смена раппортов. Более детальное описание будет у меня выложено под видео. А здесь вкратце я вам скажу, что высоту мы узором номер 1 вяжем 3 раппорта после планки, и это будет по 24 ряда, 24 на 3, 72 ряда займет. А теперь давайте посмотрим. Смотрите, у нас от планки до проймы стоит размер вот 35 сантиметров на все наши размеры, 35 сантиметров в высоту. Мы теперь 35 сантиметров сейчас умножим на нашу плотность по вертикали 2,4, получим 84 ряда. Я пишу равно 84 ряда, да? И узором
номер 1, по схеме номер 1, мы вяжем 72 ряда. То есть 12 рядов у нас уже пойдут узором номер 2. Ну, в принципе, все остальное будет у нас идти узором номер 2. Я имею в виду отсчет от проймы, да, то есть до проймы еще свяжем с вами 12 рядов уже узором номер 2. Ну и далее по прямой вяжется до выреза спинки горловины. Понятно, да, девочки? То есть на высоте 72 ряда от планки меняем с вами узоры. Вот. Самый важный момент, который я здесь хотела отметить. Ну а более детально последовательность действий смотрите под видео в моем описании, которое я там выкладываю. В общем, здесь, если кому что-то непонятно по расчетам, ссылочка на мастер-класс по расчету индивидуального расчета. То есть если у вас, допустим, пряжа другая, да, и у вас другая плотность не совпала со мной, пожалуйста, все формулы, все мои как бы наработки я выложу под видео также по ссылочке на мой мастер-класс по расчету любого вязаного изделия. Так, мои хорошие, я надеюсь, что было вам все доступно и понятно. И до новых встреч. Желаю вам удачи.